Народ, всем привет, меня зовут Руслан, и вы на канале Мастак. Друзья, сегодня супер-мега ролик. Сегодня я расскажу о плюсах и минусах работы с эпоксидной смолой. Стоит ли начинать, какие могут быть невзгоды, какие могут быть проблемы в работе с эпоксидкой. Все, что я считаю действительно важным, полезным и интересным, сегодня будет в ролике. И начинаем. Поехали! Итак, друзья, давайте начинать, и мы начнем с плюсов. Я выписал себе основные пункты на бумажке, спрятал все это за ноутбуком, чтобы было красиво. Буду немного подглядывать. Но давайте начинать. Первый, самый большой, приятный и жирный плюс в работе с эпоксидной смолой и отвечающий на вопрос, нужно ли заниматься эпоксидной смолой, это, конечно же, дешевый входной билет в работу с эпоксидкой. То есть для того, чтобы попробовать прочувствовать, что это такое, хотя бы просто потренироваться, да, вам потребуется всего лишь 1500–2000 рублей на покупку эпоксидной смолы, пары красителей и парочки силиконовых молдов. Это вполне дешево, то есть не так много хобби существует, которые действительно не требуют больших затрат на первоначальном каком-то этапе. Я считаю, что это крутой плюс, который действительно подкупает. Но не будем на нем задерживаться, давайте переходить ко второму. И второй не менее жирный и интересный, такой тоже подкупной, очень подкупной пункт, это, конечно же, помещение. Для работы с эпоксидной смолой вам не потребуется снимать огромный цех, помещение. Вы можете вполне выделить себе маленький уголок дома где-нибудь на столе и заниматься, делать какие-нибудь украшения, либо что-то еще. Ну, попробовать как минимум. То есть почувствовать опять, что такое эпоксидная смола, посмотреть, понравится ли вам вообще работать с ней, либо, допустим, вам просто не нравится это вот все переливание, там, смешивание и тому подобное, вы можете вполне у себя дома в комнате, где-нибудь в уголке. Это тоже один огромный жирный плюс. Но теперь давайте переходить уже к менее таким жирным плюсам. Но я думаю, первые два действительно очень подкупают, и поэтому люди действительно занимаются эпоксидной смолой. Третий пункт, это уже немножечко мы шагнем дальше от начального этапа, от покупки смолы и, допустим, каких-то первых попыток работы с эпоксидкой, это, конечно же, огромное поле для творчества. То есть, если вы человек, в принципе, с фантазией и имеете хотя бы небольшие навыки фантазировать, для вас эта работа будет просто сказочной, потому что эпоксидная смола, я думаю, все, кто просто мало-мальски увлекся, либо заинтересовался эпоксидной смолой, наверняка видели, что из эпоксидной смолы изготавливают огромное количество разных изделий. От мелких, самых малюсеньких, там, сережек, брошек и тому подобного, до огромных столов и вплоть до того, что ими заливают, смолой заливают полы. Это тоже очень круто. То есть, если у вас действительно огромная фантазия, вы сможете найти что-то интересное для вас, тематику, изделия и тому подобное. И в этом себя реализовывать как творческую личность. Я считаю, что это тоже огромный плюс, то есть вы не будете зациклены. Так что это все идет в копилочку плюсов. Переходим дальше. Вам не потребуется учитель, сенсей, либо кто-то, куратор какой-то, который будет, естественно, продавать свои курсы платные. То есть тут надо учесть момент. Есть, конечно же, курсы по работе с эпоксидной смолой. Курсы, которые помогают вам быстренько обучиться, заливать картины, делать какие-то изделия и тому подобное. Но в целом, чтобы научиться работать с эпоксидной смолой, вам не потребуется действительно наставник. Хороший пример, наверное, будет школа танцев. То есть вы не сможете научиться через интернет работать с партнером в танце. Да? То есть вам потребуется партнер, даже если это будет одиночный танец, вам потребуется помещение, вам потребуется учитель, который правильные хореографические движения будет показывать. В работе же с эпоксидной смолой вам достаточно будет ютубчика, моего канала, и в целом, ну, маломальски чему-то можно будет научиться. Профессионалом вы, возможно, не станете, тем более с моего канала, но в целом понять, как работает эпоксидная смола и что можно сделать криво, боко, руко в домашних условиях, вы действительно сможете, даже просто элементарно посмотрев видеоролики на моем канале. Но если вы еще и захватите остальные каналы, вы просто утонете в потоке информации, которая будет действительно очень полезна и интересна. Ну и наверняка найдете что-то, опять же, полезное для себя. То есть это тоже огромный плюс. Потому что потратить какую-то сумму денег на
учителя, мастера, который будет вас обучать. И потом со временем вы поймете, что, ну блин, мне как-то не нравится танцевать, допустим, либо, не знаю, какие-нибудь столярные изделия изготавливать на станках, да, то есть, чтобы, опять же, работать в столярке, вам потребуются станки, потребуется учитель, и вы такие осознаете через какое-то время, что, ну, не мое. Тут вы можете спокойно осознать не мое, не потратив какие-то кругленькие суммы денег на учителей и кураторов. Это тоже огромный плюс, который мы записываем в копилочку плюсов работы с эпоксидной смолой и, опять же, плюсов вообще в этом хобби. Ну и последний пункт, я думаю, он, наверное, интересует 150% людей, которые вообще живут на планете. Это, естественно, развитие и за развитием доход. Все это в общую кучу складывается, и сейчас я вкратце объясню, что и как. При тщательной работе с эпоксидной смолой, и если тем более вам нравится работа с эпоксидной смолой, вы увлечены, естественно, вы будете делать классные, красивые изделия. И в какой-то момент в любом случае найдется человек, который скажет: слушайте, какое у вас крутое изделие, там, не знаю, допустим, вы делаете светильник, стол из эпоксидной смолы, украшения, что угодно. Может быть, вы делаете ручки из эпоксидной смолы, да, там с деревом какие-нибудь красивые. И наверняка найдется человек, если изделие действительно достойное, а не такие, как у меня, найдется человек, который скажет, что ой, это просто великолепно, продай мне, пожалуйста, эту ручку. И, естественно, вам будет приятнее, что ваше хобби начинает приносить дополнительный доход. Это будет просто великолепно. То есть, я думаю, что это действительно плюс этого хобби, что можно перерасти в мастера, который в целом может получать хороший доход от создания своих изделий. Это были 5 плюсов, которые в целом, я думаю, ну, уже аргументированно, действительно аргументированно направляют на то, чтобы заняться эпоксидной смолой. Как минимум попробовать, потому что ни один из этих пунктов, я думаю, не смущает никого. Не должен смущать точно. Ну, а сейчас давайте переходить к минусам. И там тоже будут, конечно же, свои нюансы. Поехали! Ну что, друзья, давайте переходить к минусам работы с эпоксидной смолой. И тут также 5 пунктов, также на бумажке, также за ноутбуком. Все спрятано, аккуратно, но я буду подглядывать. И давайте начинать с первого, самого, наверное, важного пункта, который, возможно, при должном отношении к себе, к своему организму, может перебить все 5 пунктов, которые были до этого в плюсе. Это вредность эпоксидной смолы. Друзья, я думаю, любой, кто маломальски связан с эпоксидной смолой, наверняка слышал, либо уже хорошо знает, что эпоксидная смола действительно очень вредный продукт. Но, конечно же, при должном отношении к себе и при очень тщательной работе с эпоксидной смолой, если пользоваться респиратором, пользоваться перчаточками, в целом вредность уходит на нет, но все-таки, друзья, вредность присутствует, эта химия очень такая неприятная, поэтому я думаю, что этот пункт обязан находиться в 5 минусах работы с эпоксидной смолой, но это будет просто как галочка. Я сказал, вы услышали, давайте переходить к следующему. Второй пункт. Он относится к людям, которые входят в категорию людей, похожих на меня. Длительный процесс – это огромный минус эпоксидной смолы. Если мы, допустим, возьмем вышивание, или, не знаю, лепку из глины. Если мы попытаемся сделать самую элементарную фигурку, либо вышить, не знаю, колобок из, не знаю, там, чем вяжут там нитки или что, правильно? Что-то такое. Вот. Будем, допустим, вязать, либо лепить из глины. Мы все это сделали, и буквально после процесса, после работы мы получаем готовый результат. То есть мы видим нашу работу. Эпоксидная смола немножко другой продукт. Я думаю, опять же, многие знают, что у эпоксидной смолы минимальное время застывания – это сутки. Это до механической обработки. А до полного застывания там 4-5 суток. Это минимум. В целом вы увидите свое изделие через сутки. Но опять же, многие не любят ждать, они хотят сделать что-то и видеть результат на месте. Это такой пункт, вроде как не сильно вредный и не сильно огорчающий, но в целом, допустим, для меня это затруднительный момент, потому что я что-то делаю, я хочу видеть результат. Но, к сожалению, с эпоксидной смолой такого не будет. Для тех, кто не любит ждать, для тех, кто не любит вот этого момента, что ты сидишь, не знаешь, что получится, ты хочешь сделать и увидеть, пожалуйста,
Все, что не касается эпоксидной смолы, это можно этим заниматься. Но эпоксидка все-таки немного другой продукт. Давайте не буду затягивать, я уже чувствую, что я начал забалтываться. Переходим к третьему пункту. И это, конечно же, уже касается немного финансовой стороны этой медали. Если, допустим, вы начали заниматься эпоксидной смолой, вам все понравилось, все классно, вы занимаетесь ей дома, делаете какие-нибудь малюсенькие украшения, либо какие-нибудь там безделушки, брелки и тому подобное, и вдруг вы понимаете, что ваша фантазия позволяет вам делать огромные столы, там, шикарные светильники, что угодно. Надо понимать, что вам потребуется помещение, вам потребуется какие-то минимальные станочки, электроинструменты, вам потребуются другие расходные материалы и тому подобное. И в целом, если называть это минусом, а это минус действительно, то есть тут уже нужно будет вложить какие-то денежки, причем приличные. Если заниматься этим конкретно и серьезно, придется вложить хорошую сумму денег. Как минимум на помещение придется уже затратиться точно. Так вот, для масштабирования работы с эпоксидной смолой действительно нужны неплохие деньги, которые в целом, наверное, не всем доступны. Ну, допустим, мне это недоступно. Поэтому я занимаюсь этим аккуратно в маленьком уголочке. Я думаю, таких, как я, достаточно много людей. И, опять же, это минус. Чтобы начать, допустим, заниматься вышиванием платьев, да, большое количество платьев шить на маленьком швейном станке, вы опять же можете заниматься этим дома, просто очень много работать. Но чтобы сделать, допустим, стол из эпоксидной смолы, ну, вы зальете его дома, но его надо обрабатывать, это стружка, это пыль, его надо полировать, это очень такое затратное, геморройное дело, которое потребует денег, потребует большого помещения, потребует станков, ну и всего, о чем я уже сказал. То есть я считаю, что это, опять же, один из минусов, но в целом, если рассматривать любой род деятельности, наверное, это везде такие вложения требуются. Но оставим. Масштабирование этого процесса, масштабирование этого хобби требует, естественно, больших затрат. Это третий минус, который, по крайней мере, я себе в голове провернул и подметил. Переходим к четвертому. И этот пункт относится, опять же, не ко всем. Этот пункт больше относится к людям, которые живут за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и больших городов. И с этим я уже столкнулся не раз. Причем на протяжении последних пары месяцев поднимается такой вопрос. Причем очень актуальный. Мне пишут люди с вопросом, могу ли я отправить кому-то смолу. И либо они спрашивают, где поближе к их населенному пункту приобрести смолу. И я не думал, что это настолько проблемно, но это действительно проблемно. Если заглянуть в далекие поселки, в далекие города огромной России и стран СНГ, то там на самом деле нет производства. Уж ладно, я не требую, но все-таки даже нет магазинов эпоксидной смолы. То есть нет каких-то филиалов, в которых можно приобрести эпоксидку. Маленький пример. Если, допустим, вы живете в Москве и решили приобрести эпоксидную смолу, вы можете просто доехать до определенного филиала магазина, либо даже к перекупам с Авито и приобрести у них эпоксидную смолу. Это займет час времени. Но если вы живете, допустим, в поселке Усть-Дальневосточный, грубо говоря, я не знаю, что это просто рандомно я придумал, и у вас нет никакого филиала, вам придется дожидаться пару дней доставки с больших городов, как Москва, Санкт-Петербург, конечно, далековато, но все-таки Москва, Владимир, то есть Владимир такой эпицентр производства эпоксидной смолы, то есть вы не можете в открытом доступе пойти в магазин и приобрести это. Опять же, в отличие от ниток каких-нибудь для вышивания, да, спицы и тому подобного. То есть, если тут все спокойно, то с эпоксидной смолой более проблемно. Это все приходится заказывать с других городов, ждать, и опять же это усложняет процесс. Допустим, если вы приобрели смолу, а вам не хватило, это уже огромная беда. Если вы заливаете, допустим, столешницу, вы купили 20 литров смолы, залили, а вам не хватило 3 литра смолы. И вам придется ждать 3 суток, чтобы дозалить стол, потом еще ждать. Это вызывает, опять же, какие-то проблемы, маленькие нюансы, все это в кучу. И это, конечно же, еще один огромный минус работы с эпоксидкой. Но в целом, если быть подготовленным и понимать, что вам нужно это, вам нужно то можно это и не считать минусом. Но я считаю, что это, конечно, не очень хорошо. И переходим к пятому. Это действительно тоже
не самый хороший момент, но не самый плохой все-таки. Это время обучения работы с эпоксидной смолой. То есть, допустим, если вы вяжете игрушку медведя, вам достаточно знать, как вязать, то есть спицами. А дальше ваша фантазия будет работать, вас научат, как, допустим, какие-то петельки делать, еще что-то, какие-то маленькие там штучки. И вы в целом свяжете кривого, но хоть какого-то мишку. Эпоксидная смола все-таки, помимо того, чтобы просто размешать и залить, имеет очень много нюансов, которым приходится и стоит обучаться. И я это понимаю даже по себе, потому что я вроде как много читаю, много узнаю, много смотрю про эпоксидную смолу, но в целом все равно появляются порой нюансы, от которых я просто, такой, как? Такое бывает, что почему? Как так? То есть я думаю, что в среднем время обучения работы с эпоксидной смолой, если этим тщательно заниматься, займет в любом случае хотя бы маломальски пару месяцев, месяц минимум. То есть, чтобы понять, как себя ведет эпоксидка с деревом, как себя ведет эпоксидка в холодном помещении, как ее размешать, как не размешать, какие красители добавлять, сколько его добавлять. Чтобы все это понять в целом, потребуется опять же время, но порой люди не хотят тратить время. И если вы не хотите тратить время, то обязательно покупайте спицы, нитки и начинайте вязать. Примерно такие минусы у меня получились про эпоксидную смолу. Я думаю, все-таки плюсы более аргументированные, но минусы присутствуют, друзья. И, наверное, стоит подводить маленький итог. Во-первых, я не могу никому советовать, заниматься ли ему эпоксидной смолой или не заниматься эпоксидной смолой. Но я могу сказать, что попробовать всегда стоит, друзья. Тем более, если вам позволяет возможность, которую мы уже знаем, что она, в принципе, минимальное вот это требование, чтобы начать попробовать с эпоксидной смолой работать, то попробуйте обязательно. Почему нет? Вы ничего не потеряете, потренируйтесь, попробуйте, это всегда интересно. Минусы есть, если, конечно же, они вас не устраивают, лучше даже не стоит начинать, скорее всего. Но не буду затягивать, друзья. Если есть желание, срочно надо пробовать, срочно покупать эпоксидную смолу, заливать что-то, пробовать, баловаться и тому подобное. А там уже как пойдет. Именно так, в принципе, я и начал. Я также купил 1 литр эпоксидной смолы, начал баловаться. И вот вроде как пришел к тому, что мне это интересно. Я даже что-то рассказываю, меня даже кто-нибудь посмотрит. А возможно, прям ты меня и посмотришь и такой скажешь, прикольно, нормально. Я думаю, на этом стоит заканчивать, друзья. Если этот ролик был вам хоть немножечко полезен, вы знаете, что нужно сделать. Надо поставить обязательно лайк, потому что мы старались, мы нашли минусы, мы нашли плюсы. А если этот плюс или минус был тебе полезен, и ты такой, нет, эпоксидка вообще говно, не буду этим заниматься, срочно поставь плюс. Я предотвратил бедствие. И если, конечно же, ты не подписан на канал и занимаешься эпоксидной смолой, подпишись, потому что здесь будет что-то интересное. Когда-нибудь точно. А я на этом прощаюсь, друзья. С вами был Руслан, а-ля Мастак, а-ля Туляк. Всем пока!